Я поняла, что вот сейчас я полностью начинаю свою жизнь самостоятельно. Родители, переезжая в Израиль, многие сами теряются. Резкая ступенька, и ты уже становишься взрослым. Почему? Потому что все дальше сам. Ты как бы и в обществе, но и в целом тебя сжирает чувство одиночества по вечерам. Из-за чего в основном-то трудность начинается? Не можешь найти свой круг общения. Я была по себе, как называют, хорошей девочкой. Смешки были по поводу моей внешности. Учительница обратила на меня внимание, моя классная, и сказала что-то по типу: мы тут не в клоунаду, ты не клоун. Допустим, что-то идет не так, должен сказать: нет, я буду стоять на своем. Ты видишь какую-то несправедливость, должен стоять на своем. Ты не должен сидеть тихо. Операция стоит $2000. У твоих родителей есть такие деньги? И я заплакала. Очень редко кто на самом деле высказывается о каких-то проблемах. И нельзя жить постоянно в розовых очках. Проблема основная заключается в том, что нет индивидуального подхода к каждому ребенку. Я приходил на смену, и со мной просто не здоровались. Знаешь, как говорится, в чужой монастырь со своими правилами не ходят. Все больше и больше мужчин уходят из этой сферы. На Але обычно показывают как программу возможностей. Подросток приезжает в Израиль, получает образование, учит язык, становится самостоятельным и начинает новую жизнь. Но что значит стать самостоятельным, когда тебе 14 лет? Родители находятся за 1000 километров, а твоим домом на несколько лет становится интернат. Кто тебя защищает, если тебя травят? Кто решает, что для тебя правильно? И что происходит, если люди, которые должны тебя воспитывать, сами работают по устаревшим правилам или просто перестают тебя слышать? В этом выпуске я собрал для вас две стороны одной системы. Лида закончила программу на Але совсем недавно и расскажет, какой она увидела ее глазами ученицы. А бывший мадрих Рома расскажет, как эта же система выглядит изнутри, глазами человека, который должен был этих подростков воспитывать. И нет, это не фильм о том, хорошая ли программа на Але или плохая. Это попытка понять, какую цену иногда платит подросток за раннюю самостоятельность. Привет, давай сначала познакомимся, расскажи, как тебя зовут, откуда ты. Меня зовут Рома, я работал мадрихом, сейчас живу в Хайфе. Я сперва расскажу, кто такой мадрих. Да, мадрих — это и полицейский, и нянечка, и психолог, и все это вместе, и медсестра в одном лице. То есть я, на русском это будет воспитатель, мне это слово не очень сильно нравится, но, скажем так, ответственный взрослый. Вот когда ты работал мадрихом в интернате, расскажи для тех, кто никогда не был в израильском интернате, как устроена там жизнь подростков. У меня была группа, там было почти 30 детей. Почти все они приехали сами без родителей по программе на Але. Часть из этих ребят приехали в Израиль с родителями. Теперь нужно разделять, что интернат делится на две части. Одно — это школа, и здесь большинство школ, куда приезжают ребята по на Але, они довольно сильные. Дети выходят с сильными аттестатами. А вторая часть, уже где я был ответственен, это все, что связано с их жизнью и социализацией в обществе. Это типа молодежная деревня. Это молодежная деревня, да. На русском, кстати, интернат слышится очень плохо. Как и воспитатель, так и интернат. Ощущение, что какой-то детдом. Вот у большинства людей вот именно такие ощущения. Но это не так, это как... молодежная деревня, наверное, самая лучшая. То есть там на одной территории и школа, и столовая, и корпуса, где ребята живут, и дополнительные занятия, и кружки, и спортсекции, и так далее. То есть все в одном таком закрытом месте. И твоя задача была вот именно встретить детей после школы. Да. Отправить их утром в школу, во-первых, отправить их утром в школу. После школы они приходят, и дальше это уже полностью моя ответственность, что с ними происходит. Меня зовут Лида, я из города Хабаровск и переехала в Израиль в 15 лет. Как выглядит твоя жизнь сегодня? Я сейчас учусь в Михвале на направлении Андасат Хашмаль, грубо говоря, переводу электрик. Работаю в магазине одежды, провожу время с друзьями, со своей семьей, которая живет в Израиле, и в целом налаживаю свою жизнь.
Вот сначала ты категорически отказывался от НАОЛЕ. Что изменилось и почему ты сама попросила свою маму записать тебя на программу? В 7 классе у меня был более-менее переходный возраст, и мои отношения с папой были не такие, какие я хотела их видеть. И я хотела также попробовать себя в чем-то новом. И мне попалась просто брошюрка, которую принесла моя мама. Я ее прочитала, подошла к ней и попросила меня все-таки записать на программу, потому что я видела в этой программе больше возможностей на тот момент. Вот ты рассказывал, что у тебя были сложные отношения с твоим папой. Насколько переезд был попыткой начать новую жизнь и одновременно уйти от семейного конфликта? В целом я повзрослела, набралась другого опыта, посмотрела на других людей, послушала их истории с их родителями и поняла, что моя ситуация с папой может как раз-таки стабилизироваться после переезда. И сейчас я понимаю, что программа дала мне не только возможность построить здесь новую жизнь, но и также улучшить ту жизнь, которая у меня была. Сколько лет ты работал мадрихом? Я работал 2 года. Ребята приехали в 9 класс. Я с ними был 9 и 10. Учатся здесь обычно с 9 до 12. А вообще ты как-то изучал эту тему мадриховую? Смотри, я сам приехал в Израиль по программе НАОЛЕ 13 лет назад. И уже тогда мне было интересно, как это все работает. То есть я видел своего мадриха, я видел, скажем, его методы работы. Да, где-то я был с ним согласен, где-то нет. Но в общем и целом у меня приятные воспоминания о той школе, где я учился. И вот если смотреть, как я был мадрихом, да, я поначалу старался копировать своего мадриха, но потом я понял, что это не работает. А в чем конкретно была ошибка твоего мадриха? Я не могу сказать, что у него была конкретно одна ошибка, и где-то он был неправ, а где-то он был прав. Я бы сказал так, что тогда, 13 лет назад, не только он, вот вся система была строже. Все выстраивалось так, что с тобой строже общались. Сейчас же больше стараются разговаривать, больше стараются подводить к какой-то теме, объяснять и так далее. Но даже это, вот спустя 10 лет, я вижу, что многие механизмы, они неэффективны. Какой ты представлял жизнь в Израиле по брошюрам, роликам других участников, да? И что оказалось совсем не таким, как ты ожидала? По большей части некоторые ролики на момент 2019-2021 года выглядели как реклама и позиционировалось все с глянцевой стороны, что тут все прекрасно, что нету проблем, тут можно найти очень быстро друзей, можно быстро освоиться в стране, много разных мероприятий и так далее. Когда я переехала уже и начала больше знакомиться с программой, то тут есть график, но то, что было написано, например, в той брошюре, что я читала, он совсем не подходил под то, что было на самом деле. У нас были выезды, но сложилась даже такая шутка в нашей семье, что я была 5 раз возле стены плача, и больше я туда не хочу ездить, потому что 2 раза за год я съездила на стену плача и больше ни в какие места. А вот если в рекламных материалах на Аллее честно показывали не только возможности, но и трудности, что там должно было быть обязательно показано? То, что в первый год очень много иврита, к которому надо готовиться, к тому, что первый год — это действительно самый трудный по обучению, по тому, что очень много материала дается сразу в 1 неделю, и нужно много заучивать. То, что не всегда развлечения, которые предлагает именно школа или же сама программа, это классно, весело и прикольно. И нужно это, естественно, показывать, что на Аллее это не только радость, веселье и так далее, но также сложности, с которыми приходится сталкиваться ребенку в период также его взросления. Ты помнишь свой первый день, первую ночь, неделю в Пнемии? В какой момент ты осознала, что теперь ты действительно одна? Осознание пришло в первый праздник, когда все начали разъезжаться по родственникам, и вот это вот осознание, что с твоей комнаты кто-то уезжает, и ты абсолютно полностью находишься один, то я поняла, что вот сейчас я полностью начинаю свою жизнь самостоятельно, потому что также, учитывая мою разницу во времени с семьей, было очень сложно созвониться, но мы тогда созванивались практически каждую неделю, но это ощущается по-другому, когда ты находишься в такой среде, где у тебя есть только друзья и иногда выходы к родственникам на какой-то период времени. Все равно ты потом возвращаешься и находишься
находишься в таком чувстве, что ты как бы и в обществе, но и в целом тебя сжирает чувство одиночества по вечерам, когда все куда-то расходятся, чем-то занимаются, а ты не знаешь, чем себя занять в этот момент. Опять же, большинство детей, 50% в самом начале, они вообще не чувствуют никаких проблем. То есть они приезжают, и их это драйв, то, что все новое, новый язык, новые знакомства, друзья. И для них это максимально круто. Они вообще не чувствуют какой-то ностальгии, первые полгода я имею в виду. И им максимально круто. А вторая половина, она начинает скучать вообще максимально по всему. По домашней еде, по маме, по папе, по родному языку, по дождю, по снегу и так далее. И ты видишь, и ребенок, ему максимально трудно переступить. Он все время говорит о тех друзьях, которые у него остались на родине. Он все время говорит о доме, все время его тянет обратно. Здесь ребенку что обычно помогает, на мой взгляд, все-таки? Когда ты, как мадрих, ты как взрослый, начинаешь сам его интегрировать потихонечку в новую реальность. Как я лично это делал? Через интересы. Исключительно через интересы. Если, допустим, ребенок любил, образно говоря, не знаю, рисование, то я старался найти ему кружок по рисованию. Неважно, это внутри школы или, если нужно, договориться с директором, чтобы ему нашли какой-то внешний кружок, и чтобы он мог туда ездить. Волейбол, например. И создавать ему круг общения внутри тех мест, где у него есть общие интересы какие-то с ребятами. Вот только так. И тут вот можно плавно, так сказать, перейти к такой теме, кому легче акклиматизироваться, а кому тяжелее. Вот я бы разделил ребят на две группы. Первая группа — это ребята, которые приезжают, и они сразу вливаются. Это просто тип людей такой. Они сразу вливаются в коллектив, они быстренько перестраиваются под новые правила. И у них вот эта стадия, когда им тяжело, она приходит где-то только через полгода. А есть другие ребята, которые приезжают, и для них первый день, когда они вообще приехали в эту школу, это, наверное, самый тяжелый день в жизни, самый стрессовый, самый тяжкий. Занимает у некоторых полгода, у некоторых год, у некоторых даже 1,5 года, чтобы акклиматизироваться в новой реальности. Новая страна, новый язык. Плюс вот ты знаешь, когда ты подъезжаешь в интернат, у тебя есть такие как желтые ворота огромные. На территории СНГ ни в одном учебном заведении нету огромных ворот. Только в тюрьме есть такие ворота. И многие ребята приезжают, видят ворота открывающиеся, они думают, что они приехали в какую-то тюрьму. Они это никогда не видели. И уже там их начинает ломать. И вот с этими ребятами, мне кажется, вот им больше нужны мадрихи. И как мадрих в этом помогает? Расскажу историю. Приехал один раз мальчик, и он, когда увидел эти ворота, это его разбило. Просто разбило, он не смог. Он говорит: вы меня куда, в тюрьму привезли? Или что это такое? И он пришел, поставил свои вещи и сказал: все, я завтра улетаю. Он в слезах, звонит маме. Мама говорит: окей, хорошо, мы купим тебе билет. Просто одну ночь переночуй, и ты улетишь. И он приехал весь в слезах, у него был стресс. Там и психологов позвали, и соцработников, и директор даже пришел. И никто ничего не может сделать. Он просто сидит, ему плохо, у него паническая атака. Но он классно играл в шахматы. Он выступал даже, там какие-то соревнования или что-то такое. И пришел другой парень и говорит: давай все равно пока что я спать не пойду, я дождусь завтрашнего дня, улечу. Пришел другой парень, говорит: ты же играешь в шахматы, давай сядем, поиграем с тобой в шахматы. Они полночи играли в шахматы, сдружились, на следующее утро позвонил маме, сказал: мама, я остаюсь, мне все нравится. То есть иногда какие-то мелочи, да, которые вот случайно произошло, а человеку полностью меняет сознание. Важно найти человеку сразу какое-то окружение, где ему будет комфортно. Важно уметь каждому ребенку найти именно, скажем, личное, да, индивидуально как-то подойти. Потому что все абсолютно разные, все по-разному это воспринимают. Вот как-то так. Бывают ребята, которые не смогли. То есть они пожили полгода-год, поняли, что это не для них, и ты все равно с этим ничего не можешь сделать, потому что ребенок для себя решил, что он уедет. То есть на это ты уже никак не можешь повлиять. На твоей практике много таких было? Довольно мало. Это какая-то статистика? Есть статистика, да, но, скажем, из ребят, которые уехали по собственному желанию, потому что им не понравилось, у нас только один такой был человек в группе, одна девочка, она решила вот прям, что она точно уезжает. Она просто не нашла общего языка с новыми ребятами, ее все время тянуло домой. То есть она именно не хотела, родители больше хотели. И здесь важно, что сам ребенок первоначально, когда он выбирает поехать по этой программе, он должен хотеть, не родители, не бабушки и дедушки, лично он должен хотеть.
Если ребенок не хочет, то он вернется. В большинстве случаев, да. Если это не желание ребенка, а желание родителей, туда вернется. Как выглядел обычный день ученика на Аллее? Я помню, наверное, самый вот последний год начала 12 класса. У нас подъем был где-то часов в 7. Мы должны были собраться в Маадоне для того, чтобы посмотреть, что все встали, все проснулись. В 7:30 у нас был завтрак, все кушали. В первой неделе, естественно, каждый должен был вернуться после того, как выкинул свою еду обратно за стол и ждать, когда доедят остальные, что иногда раздражало, потому что кто-то ел быстрее, кто-то ел медленнее. После в 8, примерно 20, наша мадриха иногда проходилась по комнатам, но в целом все были пунктуальны, каждый друг дружку собирал как бы за ручку, мы уходили вместе, потому что у кого-то были общие занятия вместе в группе. И до примерно часу мы были в разных классах, учились, у каждого свои предметы, у каждого свое расписание по большей части было. В час обед все собираются, также переговаривают насчет планов после. Где-то в 3:30 начинались кружки по часу. В 6 у нас был ужин. После, в примерно период от 17:30 до 6 вечера нам присылали расписание на дополнительные занятия по предметам, на которые там кто-то плохо получил какую-то оценку за мифхан, и его ставили на дополнительные занятия. Также они длились минут 45, это было с 6:30 до 7:30. Иногда бывало такое, что в 7-8 часов мы получали сообщение о том, что у нас есть общий сбор в магазин, кто выходит, кто не выходит, для того, чтобы составить списки. В 9 часов мы выходили, иногда было раньше, потому что кто-то просил раньше, и на магазин нам давали час. Также мы собирались на определенной точке, возвращались обратно в пневмию. Вечерние процедуры до 10:30 где-то. Слушай, давай разделим день на двое, скажем так. То есть мы же говорим честно. То есть день, а есть ночь. И ребята, соответственно, под нашим присмотром, по большей части, они днем. То есть мы приходим, поднимаем детей, они собираются в школу, мы их отправляем. Все, потом они приходят, и тут уже мы под каждого подстраиваем конкретно. То есть есть ребята, которые любят больше математику, есть ребята, которые любят спортивные какие-то секции и так далее. А вот то, что происходит ночью, это самое интересное, потому что мадрихи уходят в 12 часов, а дальше у них начинается своя жизнь. То есть, да, есть какой-то один дежурный мадрих, который раз в час заходит приблизительно и проверяет, что они там не балаганят. Но на самом деле все самое у них интересное – это именно ночь. Чем жизнь в интернате отличается от обычной школы? Окей, смотри, в обычной школе у ребенка есть родители, которые они ответственны полностью за него. Ребенок пошел в школу, вернулся с нее, и дальше он сам себе, по сути, предоставлен. В пневмие, да, в интернате. Давай представим вообще, как это выглядит. Вот ты заходишь, у тебя есть корпус. У тебя несколько комнат. То есть с одной стороны живут мальчики обычно, с другой девочки. Ребята живут по 3-4 человека. И здесь как раз-таки начинаются первые сложности, потому что ребята приезжают из дома, где у них была в основном своя комната, свое личное пространство. Они приходили со школы, потом делали все, что им там захотелось, не считая каких-то кружков. А здесь они приезжают из своего теплого домика и должны как-то найти общий язык с еще там 3-4 ребятами, которые с ними живут. Помимо этого есть четкое расписание, где ты должен пойти в школу, пойти обязательно на обед. После обеда у тебя есть дополнительные занятия, потом у тебя уборка каждый день. Это все поначалу детям максимально трудно, максимально для них это тяжело и непривычно. А где ты брала деньги? Нам выдавали каждые 2 недели стипендию. Различалось это так, что если ты остаешься в школе на выходные или же выезжаешь на территорию Ашкелона, то ты получал 95 шекелей. На автобус? На автобус, на проезды, но мы это использовали как накопление для того, чтобы потратить их на еду. Потом у нас такая была тема, что мы отсылали разрешение, что да, мы выезжаем, но в конце мы говорили: ой, извините, наши там родственники не смогли нас забрать. У некоторых это правда такое происходило, некоторые просто так делали для того, чтобы получить больше денег. Как выглядел выходной в почти пустом интернате?
Это было ощущение свободы или ощущение, что вы никому не нужны? Для меня это ощущалось как свобода, потому что я могла заниматься тем, чем я хочу, и каждые 5 минут ко мне никто не заходил, потому что я знала, что остается там человек 5-7 у меня именно в здании, и я могла спокойно весь день проваляться или же весь день что-то делать, и никто за этим не наблюдал. Что для тебя было самым тяжелым в этой системе правил? То, что нужно соблюдать этот режим, и то, что иногда не принимали отказов от каких-либо мероприятий, было очень сложно отказаться и не идти куда-то, то есть твое присутствие всегда должно было быть где-то. У нас были мадрихи, которые не воспринимали опоздание, давали какие-то наказания за это, потому что для них было важно, чтобы ты приходил вовремя. Если ты опоздаешь, то тебе дадут наказание. Если ты что-то проспишь, то ты не придешь там на какое-то мероприятие. И также потом от мадрихов я узнала, что велись личные дела, где о каждом писали какие-то пункты и так далее в течение там какого-то промежутка времени. Где, по-твоему, заканчивается необходимая дисциплина и начинается чрезмерный контроль над жизнью подростка? Когда начинают углубляться больше в какие-то личные моменты учащегося, которые он не хочет рассказывать и не хочет делиться, потому что не считает важным рассказывать это человеку старше, чем он. Какие методы воспитания раньше считались нормой и какие, наоборот, остались неизменными? Давай возьмем, например, систему наказаний. Нужно понимать, что чем больше ребенок получает этих наказаний, неважно в каком духе, например, он не проснулся вовремя в школу и его, скажем, отправляют на дежурство в столовую. Или же он где-то сматерился или что-то сказал, там, нагрубил, ему там еще какое-то дают наказание. Поначалу на ребенка это действует. Допустим, 2-3 раза он получит это наказание, у него вырабатывается иммунитет. И дальше ты не можешь на него никак влиять, потому что он уже говорит, ну что ты сделаешь? Понимаешь? Я, допустим, исхожу немного из другой практики, что наказание — это самая последняя инстанция, которая есть. Самое важное, что можно сделать, чтобы предотвратить эти наказания, и я это постоянно использовал, и это всегда работало, это все-таки дать ребенку какую-то мотивацию что-либо делать, это первое. И второе, наказание должно быть полностью осознанно уже самим ребенком, за что он это получает, и только как крайняя мера. Я бы вот так сказал. И в таком случае намного эффективнее выстраивать отношения. То есть нужно уметь договариваться с подростком. Они в этом возрасте думают, что они все знают, что они самые умные. И тут важно не показать, что это не так, но найти с ним договоренность. Это всегда работает в 1000 раз лучше. А система все-таки, она смотрит на все очень прямолинейно. Ребенку сказали 1 раз, он не послушал, на 2-й раз ему дают какое-то наказание. И это не что-то тяжелое. Да, там в основном что дают? Дежурство. Но это по итогу не работает. Проблемы неизменные вот в чем. Технологии очень быстро двигаются. И система образования, не только в Израиле, в любой стране, она не успевает за этими технологиями. И это все влияет на то, что воспитательный процесс, он не оптимизируется под новые реалии. Сегодня дети приезжают, вот лично я знал много детей, которые в 15-16 лет, это ребята, у которых уже были какие-то свои онлайн-бизнесы, которые знали еще до того, как это вошло в какую-то общую тему, что такое чат GPT, да, если я с ним познакомился там 1,5 года назад, эти ребята сразу же, как только это вышло в массы, начали этим пользоваться. Какие-то видеоблоги. Ребята уже приезжают с какой-то базой. А система, она не смотрит на твою базу, она не смотрит на то, какой ты там человек, она смотрит на то, что ты приехал, тебе нужно выучиться и все. И здесь начинается диссонанс. И я считаю, что, опять же, проблема основная заключается в том, что нет индивидуального подхода к каждому ребенку. То есть смотрят на группу в целом, по чуть-чуть понимают, какой у кого характер, но не более того, никто не старается какой-то найти индивидуальный подход, а это самое главное и то, с чем можно работать. Вообще работа с подростками, да, она кому-то подходит, кому-то нет. Вот мне лично очень подходило, потому что, во-первых, я очень терпеливый. Во-вторых, я умею делать анализ ситуаций, которые происходят. И в-третьих, это реально классно. Почему? В отличие от взрослых, да, людей, подростки,
Они очень веселые, и даже их проблемы, которые им кажутся, что сейчас это конец света, когда они там недельку с кем-то повстречались, потом расстались, и для них это драма жизни, ты это слушаешь, ты понимаешь, что это не какая-то серьезная проблема. Для них, да, ты делаешь, что ты их понимаешь, что это, оказывается, была любовь всей жизни, которую они потеряли, они уже там семью хотели создавать, и вот все не получилось, грустные песни, трагедия. Но эти проблемы, они не грузят тебя. И это настолько драйвило меня, мне настолько нравилось приходить, и я даже не называл это работой, это была просто часть жизни. Приходя, скажем, на смену, даже если я приходил с плохим настроением, оно у меня всегда становилось хорошим. Потому что ты переключаешься со своих проблем на их, и ты понимаешь, что ты можешь их решить, что это на самом деле не так трагично. В большинстве, в 90% случаев, да, бывают какие-то тяжелые моменты, тебе надо включиться. Ну, например, в каких? Но у некоторых ребят, то есть они здесь, а дома могло что-то произойти, кто-то, может, заболел или, не дай бог, еще что-то случилось. И бывали у них тоже тяжелые какие-то моменты, где ты должен быть рядом, должен выслушать, должен помочь. Либо какие-то проблемы, где, допустим, ребенка булят, например, буллинг в школе. Это серьезная проблема, которой ты, как мадрих, должен заняться, решить эту проблему. И здесь ты должен быть максимально серьезным. То есть, если ребенка кто-то обижает, ты должен прийти, разобраться с этим. Как ты разбирался в этом? Я тебе объясню. Например, если это внутри группы, допустим, два парня поссорились. Кстати, вот у меня так было, что они, слава богу, никогда до драк прям не доходило. Я быстренько считывал, что назревает какой-то конфликт. Я этих двух ребят брал, садился, мы разговаривали, и это заканчивалось. Но бывали более сложные, например, ситуации. У меня была ученица, я не буду сейчас в общем рассказывать, не хочу полностью раскрывать ситуацию, но ребята в школе не из Пнемии, израильтяне, они, скажем, оказывали ей неприличные знаки внимания. И она пришла ко мне и пожаловалась, что ребята ведут себя, скажем так, очень некрасиво, провоцируют, ведут себя максимально неправильно. Теперь, что я должен с этим сделать? Я должен эту ситуацию решить. Так как у меня был хороший знакомый мадрих, который вел вот эту группу, я подошел к нему, я с ним поговорил, я ему сказал: смотри, ситуация вот такая, я знаю имена этих ребят, надо это решить. Говорю, мне не интересны извинения, мне не интересно, чтобы к ней кто-то подходил, извинялся, говорил прости. Это мне вообще все не интересно. Надо сделать так, чтобы больше эти ребята никогда таких вещей не делали. И как он сделал? Этот мадрих пользовался уважением среди ребят, среди своей группы. Это очень важно. И он их вызвал, поговорил с ними сам, и больше это никогда не возвращалось. Но также важно проговорить с ребенком, который к тебе пришел. Окей, почему это произошло? А если бы, например, не было этого мадриха, что бы ты делал? Если нету этого мадриха, и мне нужно решить эту ситуацию, то я, значит, пойду, например, к завучу. Ну, то есть все через кого-то. Смотри, если я непосредственно этого парня, например, знаю, даже если он не из моей группы, он просто из Пнемии или из школы, такие были ситуации, когда я лично был знаком с этим учеником, потому что где-то, может быть, на секцию он какую-то ходил, я приходил, мы познакомились. Я мог подойти лично и сказать, что вот это неприемлемо и так не делай. И нужно уметь поговорить с ребенком так, не крича на него, не давя на него, но при этом можно сказать так, что ученик поймет, что так делать не нужно. И у меня это всегда получалось. Но если я ребенка не знаю, мне подходить и с ним разговаривать смысла нету, потому что он меня не знает, я для него никто. Должен подойти человек, на иврите это самхут называется, ну как, у него есть право с этим ребенком как бы взаимодействовать, да, если его учитель, например. И еще второй момент, очень важный. С тем ребенком, которого пытаются обидеть, пытаются забулить, нужно самому сесть и проговорить, почему это произошло. Научить отстаивать свои границы. Допустим, ребенку сказать, вот что-то идет не так, все, ты должен сказать, это мне не подходит, вот так со мной разговаривать не надо. А дети в основном, они боятся, потому что боятся испортить отношения, с кем-то поссориться, кто-то их не так поймет. Они это вовремя не останавливают, и дальше это катится по накатанной. То есть все вот эти моменты, они важны. Это что касается именно каких-то серьезных ситуаций. Привет, меня зовут Алексей Шенкер. Хочу сказать вам спасибо за то, что смотрите мой канал, поддерживаете меня лайками, комментариями и своим участием в обсуждениях под видео. Для меня это действительно важно. Я стараюсь придерживаться графика и выпускать минимум одно видео в неделю, а иногда и два. Но хочу рассказать вам о том, чего зрители обычно не видят. Сейчас выпуск видео уже поставлен на поток, и для этого мне приходится пользоваться помощью монтажера. И каждый выпуск — это не только время и съемки, но и вполне реальные расходы.
Поэтому, если для вас важно, чтобы канал продолжал развиваться, а мы оставались на связи и дальше, буду благодарен за любую финансовую поддержку. Все способы для донатов размещены в описании под каждым видео. И еще один важный момент для вас. Сегодня мой канал смотрит почти 100 тысяч человек в месяц, и эта цифра продолжает расти. Поэтому я готов к сотрудничеству с проверенными и надежными израильскими бизнесами, которым близка моя аудитория и формат канала. Речь идет только о нативных рекламных интеграциях, без навязчивой рекламы, и только с теми проектами, за которые мне не будет стыдно перед своей аудиторией. Короче, вот смешная история была. Вот за это я люблю работу с детьми, потому что это всегда весело, но иногда это переходит грани, ты не знаешь, что с этим делать, в принципе. В общем, я только начал работать, и приехал новый паренек в школу. И, соответственно, дети, особенно подростки, они всегда тебя проверяют, как ты отреагируешь, что ты на самом деле из себя представляешь и так далее. И я иду, я вижу, что он идет со своим другом, видит меня боковым зрением, и на всю Ивановскую матерится так, что прям аж уши вянут. Я к нему подхожу и говорю: слушай, а что ты идешь на все это, материшься, мат, перемат? Говорю, ты же видишь, я здесь иду, немножечко уважения. Он говорит: я вообще думал, что это не мадрих, что это какой-то старшеклассник. Ты выглядишь как старшеклассник, ты не выглядишь как какой-то взрослый. И я смотрю на него и говорю: я и не мадрих. Он говорит: а кто ты? Я говорю: я здесь на исправительных работах. Он говорит: а в смысле, что случилось? Я говорю: ну смотри, вот когда человек совершает правонарушение какое-то, да, его либо садят в тюрьму, либо дают ему последний шанс. Я говорю: вот мне нужно здесь отработать общественные часы работы на благо общества. Он говорит: а что ты сделал, за что тебя судили? Я говорю: это не твое дело. Он так сразу немножечко так потух такой, типа окей. Но я как-то в шутку это сказал просто с серьезным лицом и пошел дальше, даже не придал этому значения. Через полгода я узнал, что это разлетелось по всей Пнемия. Это порядка там 300-350 подростков, которые думали, что я уголовник, которого поставили с ними работать. Мало того, потом уже, спустя долгое время, одна моя ученица говорит мне, что: Ром, да, я рассказала своей маме, что ты здесь на общественных работах, на исправительных работах. Но мало того, они ж не знали, типа, за что я здесь. Она докрутила маме, что я за рулем сбил какую-то бабушку, и она вот это все рассказала маме. Я думаю, что мне теперь с этим делать? Ко мне уже какие-то дети из других классов подходят, такие: Рома, а ты здесь что, типа, за что ты тут чалишься, да? Я уже понял, что ситуация вышла из-под контроля, это уже чересчур. У меня были вообще классные отношения с родителями, они мне звонили, советовались со мной. Я думаю, если я сейчас начну оправдываться, то это будет выглядеть еще хуже. Я думаю, если кто-то из родителей уже подойдет, скажет, типа: Роман, а вы что, там было, кого-то сбили, там, я бы ответил. Ну, как-то хорошо, что это не дошло до начальства, как-то не получило резонанс среди родителей, но среди детей прям у многих было устойчивое ощущение, что я сиделец. Есть ли разница между подростками, которые приехали в Израиль одни, и теми, которые приехали в Израиль вместе со своими семьями? Да, однозначно. Те, кто приехали с родителями, в большинстве своем им намного проще. Потому что когда ты приехал сюда без родителей, надо понимать, что не у всех ребят здесь есть даже родственники. Они все время проживают в Пнемие. Да, им стараются найти какие-то приемные семьи, им стараются помочь, и там, иногда учителя их берут к себе на праздники и все такое. У некоторых есть родственники. Но ты всегда в каком-то подвешенном состоянии. Ты находишься на закрытой территории в Пнемие, ты никуда не можешь выйти, ну, у тебя здесь нет дома. А ребята, которые приехали с семьей, да, они тоже многие проходят те же кризисы в плане того, что новый язык, новое какое-то общество, новая страна, новая погода. Но в конце недели ты едешь к себе домой. Тебя все равно ждут, пусть и в новом доме, но тебя ждет мама, папа, вкусная домашняя еда, твоя кровать, твой спейс, да, твоя комната. Это, конечно же, очень сильно влияет, однозначно. Но зачастую также бывает вот еще какая интересная вещь. Родители, переезжая в Израиль, многие сами теряются. Такое бывает, это сплошь и рядом. И тогда ребенок становится тем ответственным взрослым, потому что он быстрее выучил иврит, он быстрее понял, как здесь все работает, и ты замечаешь, что зачастую дети идут уже с родителями там, в ту же, не знаю, в Хеврат Хашмаль, в электросеть. Вот, в электросеть идут вместе. И они разбираются, почему прислали такой счет, идут с ними в банк и разбираются там, как открыть банк и так далее. И здесь происходит такая, скажем, инверсия, да,
когда ребенок становится во главе семьи в какой-то степени, и тем самым он быстрее взрослеет. Были ли подростки, которые особенно тяжело переживали одиночество? Как это появлялось и замечали ли это воспитатели? У нас были такие люди, девочки, они плакали, были такие, что находились в состоянии нервозного психоза. Мальчики, это, скорее всего, выливалось в какую-то агрессию, чтобы показать, кто здесь лидер. Была борьба за главенство в компаниях и так далее. Мадрихи, да, это замечали. В моем случае иногда из-за каких-то переживаний у меня случались истерики. И были у меня разговоры с мадрихой, были разговоры с социальным работником. Вот ты рассказывала, что ты считалась непроблемным ребенком, потому что ты не рассказывала взрослым о своих переживаниях. Почему ты все держала в себе? Я спортсменка по душе, и в целом у меня спортивное воспитание. В спорте принято не показывать своих переживаний, своих проблем посторонним людям. О всех моих переживаниях каких-то знала моя семья. Я разговаривала очень много с мамой, разговаривала со своими друзьями из России. Но на протяжении всего моего обучения в НАЛе, наверное, когда я показывала эмоции именно мадрихам или же администрации, то есть учителям и так далее, это было раза 4-5. И в целом это те события, которые уже просто доводили до точки кипения, и все. Как формировалась внутренняя иерархия среди подростков? Как-то так сформировалось, что люди, которые приехали первые, распределились в какие-то определенные подгруппки. Именно первый поток людей в начале сентября был самый большой по количеству. Я приехала в середине сентября, то есть уже по большей части собралось какое-то количество из 15-20 человек. Потом приехал один из людей, который образовал возле себя определенное общество, которые были крутышками, которые курили, пили и так далее. У них было какое-то классное такое прошлое. Я была по себе, как называют, хорошей девочкой. Не курила, не пила, матом начала ругаться только к 10 классу полностью. И в целом возле себя сформировала такое же общество. То есть по принципу хорошие люди притягивают хороших людей. А ты переехала в 9 или в 10? Я переехала в 9 классе. Первую неделю до моего переезда в сентябре я сходила еще несколько раз в свою школу, а потом я уже полностью отчислилась оттуда и переехала в Израиль. Расскажи о травле, с которой ты столкнулась. С какого именно случая это все началось и как продолжалось? Встретилась я с определенным человеком. У него были определенные стереотипы о женщинах, о том, как должна выглядеть девушка. И я под его стереотипы не подходила. Началась такая травля. Были шутки какие-то локальные в его компании. Потом я как-то пришла в комнату, и мне сказали, что он находился здесь какое-то время. И почему-то девочки смеются там и так далее. Одна девочка, с которой мы были в хороших отношениях, она мне сказала, что мне стоит поднять мой матрас и посмотреть на доски под кроватью, которые поддерживали этот матрас. Я подняла, там был какой-то уродливый рисунок на одной из досок. И, в принципе, я старалась не обращать на это внимания, потому что я знаю, как ведут себя буллеры. Если подать какую-то реакцию на любой их смешок, на любую их выскочку и так далее, то они продолжат это делать. Я решила, что я буду просто наблюдать, и наверное, к началу 10 класса этот мальчик успокоился, перестали быть какие-то нападки на меня. То есть это продолжалось где-то на протяжении 5-6 месяцев. А это происходило за спиной или открыто? Некоторые вещи я узнавала со стороны, из разговоров, из поведения. Я очень часто наблюдала за людьми, как они себя ведут, что люди начинают меня почему-то сторониться, смеяться и так далее. И, конечно же, сразу понималось, что что-то творится, кто-то что-то про меня там говорит и так далее. И из действий, которые были видны. Потом действия прекратились, и просто человеку, видимо, наскучило, что реакции я никакой не давала на это. А какие еще были действия? В разговорах, когда мы что-то принимали по поводу каких-то мероприятий, я предлагала свои идеи. Человек их высмеивал при всех. В 10 классе, когда я завела канал, он тоже продолжал подсмеиваться, что вот у нас блогер и так далее.
зале. А об этом знали воспитатели? Это наблюдалось. Также один раз я проговаривала, даже какой-то разговор велся, как я помню, но человек сам по себе такой, поэтому просто надо было подождать, когда либо он переключится на кого-то другого, либо же он найдет другое занятие, чем заниматься какой-то фигней. А в моменте тебя кто-то пытался защитить? Иногда у меня просто не было сил ему что-то высказывать, и за это я благодарю свою подругу, которая всегда была рядом, и на все их нападки она могла ответить так, чтобы все заткнули рты и перестали меня доставать в моменте. А вот после выпуска из НАОЛЕ ты чувствовала какие-то последствия этой травли? Не могу принять то, как я выгляжу, потому что смешки были по поводу моей внешности, по поводу того, как выглядит мое тело. Это очень сложно дается человеку, который несколько лет находился в спорте, сидел на диетах и сейчас пытается наладить свою жизнь. А вот ты говоришь про спорт. Можешь рассказать, каким спортом ты занималась? Где-то 3 года фигурное катание, потом художественная гимнастика в течение 7-8 лет. И до переезда я занималась с 12 лет до 14 балетом. Вот у многих русскоязычных подростков появляется ощущение, что израильтяне грубые и резкие. Откуда берется такое ощущение? Ну, как минимум, давай вот посмотрим на то, что русскоязычные люди, они разговаривают чуть тише, в большинстве своем, чем израильтяне. И когда даже израильтяне, да, они разговаривают между собой, они разговаривают громче, они разговаривают больше, жестикулируя руками. И это выглядит как агрессивное общение. Ну, ребята не видели такого на территории СНГ. И за счет этого кажется, что они грубее общаются. Теперь давай добавим еще такой момент, что в израильских классах дети, они больше разговаривают. То есть, если у нас как было «подними руку, ответишь», здесь ребенок, тут у него есть какое-то мнение, он может его сразу сказать. И это, кстати, круто, на мой взгляд. Он может начать вступать в какую-то полемику с учителем. Да, иногда это вредит как бы учебному процессу, но ребята более раскрытые, израильтяне, да, и они могут сразу высказывать свое мнение. А человек, который еще вчера вот так поднимал руку за партой, для него это дикость. Он не понимает, как вообще это все можно сложить воедино. Единственное мнение, которое у него складывается, что израильтяне по большей части дикари. Понимаешь? И вот с этим именно работать на самом деле тяжеловато. Почему? До того момента, пока у ребенка не появятся друзья израильтяне, знакомые, приятели, и что в основном происходит в армии, да, ему тяжело акклиматизироваться. Есть хорошие примеры, когда приезжают сюда ребята, и у них здесь нету родственников, и мы им находим приемные семьи. Есть такая практика. И зачастую это семьи израильтяне, которые берут детей к себе в дом, дети выезжают к ним на праздники, на уикенды, и там они как раз-таки знакомятся и начинают понимать, что это не совсем так. Что много хороших людей, добрых людей, просто они вот так разговаривают. Экспрессивно, по-моему, это называется, когда человек сильно жестикулирует, когда он громко разговаривает и так далее. Есть ли какие-то типичные конфликты между новыми репатриантами и израильскими подростками? Да, есть. И в основном это тарбут, как на русском сказать. Культура. Культурные, да, различия. Здесь, в Израиле, вот ты даже сам знаешь, что чтобы своего добиться, тебе нужно быть, ну, не то чтобы волком, но ты должен идти и говорить это. То есть ты должен стоять на своем, ты должен быть громче, должен сказать, учительница, видишь, допустим, что-то идет не так, должен сказать, нет, я буду стоять на своем. Ты видишь какую-то несправедливость, должен стоять на своем. Ты не должен сидеть тихо, как бы культурно сказать, знаете, мне вот это зачастую там не нравится. Часто ты должен сказать громко, сказать нет, я с этим не согласен, это должно быть иначе, это мне полагается, знать свои права. И приезжая сюда, вот многие как раз-таки русскоязычные учителя, мадрихи, они пытаются сделать так, чтобы ребенок оставался вот в той парадигме, когда он тихий, спокойный, ручку поднял и так далее. Но это здесь не бьется. И потом, когда ребенок встречается с теми же детьми-израильтянами на общих уроках и так далее, они видят, что учителя к этим ребятам, которые громкие, которые могут за себя постоять, сказать свое мнение, они с ними разговаривают аккуратно. А с русскоязычными детьми они могут себе позволить больше. Не потому что они русскоязычные, потому что они молчат. Вот тебе история. Очень такая наглядная, которая это покажет. Едем мы как-то на экскурсию. Значит, наших 2 класса. Мой класс и класс израильтян из параллели. Едем, и израильтяне, ребята, включают на всю колонку. У них такая джбеловская колонка. И они включают музыку. Очень громко. Ну, мои ребята, они едут в наушниках, да, как такие культурные ребята, все окей. Одну девочку это начинает бесить, потому что громко очень играет музыка, и она даже через наушники слышит. Она подходит к их классному руководителю, все как и надо. Если тебе что-то мешает, ты подходишь к классному руководителю
вот той группы и просит, чтобы он это решил. И она подходит и говорит максимально культурно, максимально аккуратно: извините, на иврите как бы, да, подходит к нему и говорит: мне мешает то, что они громко слушают, можешь ли ты, пожалуйста, это решить? Учитель направляется к ним, и они, грубо говоря, говорят ему такую фразу, что: дядя, не мешай, у нас тут хорошее настроение, ты пришел, нам и все портишь. Скорее всего, учитель просто не обладал среди вот этих ребят достаточным уважением. Это очень важно. Они его, грубо говоря, послали. Он вернулся, ничего не изменилось. Эта девочка поворачивается ко мне, она такая, не робкого десятка, скажем. Она говорит: Ром, можно я сама разберусь, пойду? Только ты меня не ругай. Вот здесь, кстати, за это я потом получил от директора, но я считаю все равно, что я сделал правильно. Я говорю: тебе мешает? Она говорит: да. Я говорю: тебе дискомфортно? Она говорит: да, мне дискомфортно, у меня голова уже от этого болит. Я мог сам, кстати, это решить, но я хотел, чтобы ребенок сам научился это делать. Я говорю: ты иди, я тебя поддержу. Она встает, подходит к этим ребятам, пытается спокойно с ними поговорить. А они ее не слышат, у них музыка играет. Она берет вот эту колонку, выключает музыку и матом с русским акцентом на иврите начинает им рассказывать, кто они и где они неправы, очень громко, держа у себя эту колонку. Они говорят: верни колонку, а она ему так говорит: нет, теперь эта колонка у меня, попробуйте у меня ее забрать, попробуйте. Они заткнулись, она с этой колонкой возвращается, один из этих мальчиков вот так на цыпочках к ней подходит, говорит: извини, а можно колонку мы поставим очень тихо, тебе мешать не будет? Она говорит: точно? Он говорит: да. Он отдал, значит, колонку, и все, они слушали, максимально тихо, и, значит, уже подходят там другие мои коллеги и начинают девочку эту отчитывать. Почему ты на них с матом пошла, почему ты так грубо с ними разговаривала, забрала колонку, это вообще чужое имущество, ты не имеешь права так делать. Я говорю: стоп, вот сейчас я захожу в игру, говорю, она все сделала правильно. Она подошла, попросила, она не получила на свою просьбу внятного ответа. Почему ребенок должен сидеть и терпеть такое отношение? Почему им можно, а она должна сидеть, у нее болит голова, она попросила несколько раз, никто это не решил. Почему она должна сидеть и терпеть? И что тебе на это сказали? Мне сказали, что я не прав, что это не педагогично с моей стороны. А эта девочка потом подошла и мне сказала: Ром, спасибо, я почувствовала, что я могу за себя постоять, что я могу повлиять и что я не обязана терпеть неуважение в свою сторону. И она поняла одно простое правило, что если ты что-то хочешь, должен сказать громко, ты должен сказать внятно. И если тебя не слышат, значит, должен предпринять действия. Да, это может спровоцировать конфликт, но сидеть и терпеть все время – это не выход из ситуации. И я считаю, что я повел себя тогда правильно, хотя меня вызвали уже самого к директору: ты не педагогичен, Рома, ты ведешь себя неправильно. И вот мне кажется, самое главное в воспитании, и особенно когда ребенок приезжает в новую страну, где другая культура, другой язык, все иначе, не сделать его удобным под себя или сделать его тихоней, интеллигентным таким. Нет, ребенку нужно дать понимание, что он может за себя постоять, что у него есть слово, что у него есть права, что он может за эти права стоять, добиваться своего. И знаешь, как говорится, в чужой монастырь со своими правилами не ходят. Если того требует ситуация, значит, надо показать иногда и свои зубы. Вот я так считаю. Среди воспитателей были разделения на любимчиков и остальных учеников? Да, было, но они этого старались не показывать, что прям жесткое разделение: ты мой любимчик, ты мой нет. Каждый воспитатель каждого ученика любил по-своему, то есть была у каждого своя любовь. Расскажи о своем конфликте с классной руководительницей, которая жестко при всех выставила тебя из класса, и почему эта проблема решилась только после вмешательства твоей мамы. У нас такая закалистая женщина была. Мы обсуждали какую-то тему. И я где-то, наверное, 5 раз повторила одну и ту же фразу. И, естественно, когда я спокойно говорила, никто меня не слышал. А в момент, когда я выразила так свои эмоции, меня все услышали. Я просто вскинула руки, что-то прокричала, то, что говорила на протяжении 5 раз. И все в этот момент решили замолчать, что меня очень сильно напрягло. И учительница обратила на меня внимание, моя классная, и сказала что-то по типу: мы тут не в клоунаду, ты не клоун. В общем, так меня осадила. И единственный вариант моей поддержки — моя мама, которая выслушает меня от и до. В тот же день Ракезит выслушала мою маму, и на следующий день эта учительница передо мной извинилась, но после были какие-то смешки, типа: не буду ничего говорить, ты у нас такая вот, и я ее уже осаживала в этот момент, потому что говорю: извините, но это ненормально, я обычная, просто я имею свои границы, какие-то дозволенности, как можно разговаривать. Ну и в целом после конфликта
эмоции прекратились, и меня перестали трогать, потому что поняли, что зубы я умею показывать, когда надо. Расскажи момент, когда тебя переселили в другую комнату, и почему это закончилось для тебя нервным срывом? В тот момент был период, когда я готовилась к операции, я подавала документы, и у меня был определенный стресс из-за того, что я могу какие-то документы не учесть, какие-то проверки не успеть и так далее до следующего приема врача. Мы поехали в мою Михалу на открытый день, который нам сделали именно Минель Михлалы. Мы туда приехали, классно провели время, и уже на возврате в нам присылается в список расселения комнат, потому что с девочкой, с которой возникли проблемы, поселили именно меня. Поселили меня вдвоем с ней, то есть, а мне очень было боязно оставаться вместе с ней в одной комнате по ее рассказам. А почему? Что за девочка? У нее были психологические проблемы, и возникла конфликтная ситуация у этой девочки с двумя девочками, с которой она жила. Ситуация, которую увидела у Минель по НИМИИ. И на утро следующего дня, когда произошла вечерняя ситуация, он сказал нашей мадрихе, что нужно сделать переселение. И вот вечером, когда мы возвращаемся в Кривер из Юрска, мы видим этот список, и уже в автобусе у меня начинается истерика. А почему именно тебя переселили? Как мне объяснила мадриха позже, это произошло из-за того, что единственная я не находилась в своей комнате очень долгое время, то есть целый день я могла находиться вообще в других местах. И она решила, что для меня это будет легче, именно переселение. Мы собрались в одной комнате, я, те две девочки, мои девочки в комнате, в которой мы собрались, начали обсуждать все, начали разговаривать. При этом этих девочек вызывает соцработник, который разговаривает на иврите. Потом уже и меня увидели, что я в таком истерическом, паническом каком-то состоянии, ко мне подходит. Я говорю свои категорические нет, на что мне отвечают, что ты живешь в Пнемии, ты должна подчиняться правилам Пнемии, и если тебе говорят переселяться, то ты в ту же секунду должна собрать вещи и как бы переселиться. Тоже, что очень странно, в 9 вечера переселять людей. Ну, как бы мозгов у всех не хватало в тот момент. На утро следующего дня я уже на успокоительных посидела сутки, и с теми девочками мы продолжаем разговаривать. Они говорят, что сегодня еще сходят, поговорят со всеми, договорятся, что нет, не надо переселять. К обеду мы встречаемся снова с ними, и они говорят, что все спокойно, ты никуда не переезжаешь, оставайся на месте. И я была настолько рада этой ситуации. Я осталась в своей комнате, я осталась в том месте, где мне комфортно находиться. Что ты почувствовала после этой истории? Что система тебя услышала или поняла, что за себя нужно бороться? Я поняла, что за свое нет, за свое да, надо всегда бороться, потому что когда я уже начала высказываться, то ко мне начали прислушиваться, то есть мое мнение не осталось в небытие. И в целом поняли мою точку комфорта, что меня трогать в этом плане не стоит, потому что я очень интровертный человек, я привязываюсь к одной обстановке, и мне в ней комфортнее находиться. То есть ты поняла, что можно чего-то добиться только криком? Я, наверное, поняла, что не только криком, но и спокойным разговором, потому что на следующий день после моей истерики я пошла к социальному работнику своему и уже со спокойной душой начала пересказывать ей все дни. Говорила то, что меня тревожит, то, что я нахожусь в каком-то таком состоянии, что мне некомфортно сейчас переезжать и так далее. Но не с криками, а спокойно, потому что с криками администрация не всегда принимает твои желания. Давай я расскажу больше про то, почему я решил уйти все-таки из работы. Смотри, сейчас у меня полетят помидоры. Ладно, когда ты работаешь в этой системе, я это не сразу понял, это понял чуть позже. Ты не должен отличаться от других работников, от других мадрихов. Ты должен быть плюс-минус с ними, вот вести себя так же, как они. Ты должен быть вот тем среднячком. У меня же как получилось? Представь себе ситуацию. И это подведет к тому, почему я ушел. Я когда заходил в корпус, да, где вот, допустим, я захожу на смену, всегда была одна и та же ситуация. Миллион ребят бегут на меня с криками «Рома!», потому что они были рады меня видеть. И не потому, что я был каким-то слабым или же я многое позволял. Нет, я был максимально легкий с ними. Я не пытался их искать, чтобы наказать их, бегать за ними и найти их там тихо курящими под деревом сигаретку ту. Мне это было неинтересно. Я приходил, я хотел прийти с хорошим настроением на смену, выйти с еще лучшим настроением. Я мог с ними посмеяться. Я был с ними в потоке.
И за счет вот этого всего у многих моих коллег, конечно же, была ревность. То есть они работали четко по книжечке. И, кстати, вот если говорить честно, у меня лучше получалось вести воспитательную работу, чем у них. Это наглядно видно. И, конечно же, они начали, не все, но большинство моих коллег, вести уже в сторону меня какой-то буллинг. Только не открытый, а закрытый. То есть доходило до того, что я приходил на смену, и им просто не нравилось. Я один раз пошел, детям купил, в экскурсии. Я с ними не выехал, и я решил им купить пиццы. Много пиц, прям на всю группу. Хотел им просто поднять настроение. Я привез, и когда увидели это другие, там, учителя, воспитатели, мне подошли и сказали, что ты портишь нам почему-то, значит, воспитательный процесс. Я просто хотел ребятам поднять настроение. Но по итогу это все исходило из того, что я замечал. Они зачастую кричат и не могут докричаться до ребенка. А я, называйте это как хотите, манипуляции, все, что хочешь. Но я находил другие инструменты. Я всегда говорил, можно по-другому. Можно не кричать, можно не ругаться, не наказывать. Найти другой подход к ребенку. И дошло все до того, что я вижу, что ко мне растет негатив со стороны моих коллег. А как это проявлялось? Сперва ко мне подходили и говорили, вот ты что ты покупаешь, типа там пиццы привозишь. Ты хочешь что показать? Я говорю, я никому ничего не хочу показать. Этих ребят здесь родителей нету. Вон израильтяне ребята гуляют, им родители шаурму привозят, покушать что-то. А эти сидят, у них здесь родителей нету. Я захотел сделать от себя что-то хорошее. Я не был душнилой, вот как, да, вот сейчас говорят, я не был душным. И это все напрягало моих коллег, потому что никому не по кайфу видеть, что у тебя и работа хорошо идет, и при этом всем ты идешь как-то по своей дороге, ты не идешь по книжке, а все-таки система от тебя требует, чтобы ты шел по книжке. И доходило до того, что они сперва пытались мне намекнуть, что, мол, ты делаешь неправильно, делай как всем. Потом это доходило до того, что они все меньше и меньше со мной общались. Так невозможно дальше работать. Я приходил на смену, и со мной просто не здоровались. Вот ты представь, ты заходишь, то есть делают вид, что тебя здесь просто нету. И на самом деле мне, с одной стороны, я не скажу, что обидно, это неправильное слово. В этой работе я был максимально эффективен, и результаты это показывают, и я себя там чувствовал очень хорошо. Мне нравилось работать с детьми, мне нравился процесс воспитания. Я то, что сам не смог получить, я смог это дать детям. Это заключалось в мелочах, и уже под конец даже, я помню, когда я детям это рассказал, да, что я ухожу, это, конечно, тяжело им было очень принять, и мне самому было с этим тяжело, но вариантов других нету. Получается, ты как бы бросил детей, это было в Ютбете? Нет, в Юдалифе, получается, да. То есть как бы группу не довел? Не довел. Как тебе было после этого? Смотри, давай скажем так, мне было очень приятно, что дети, они знали, что происходит, какое отношение ко мне здесь. И я не мог рассказать реально, вот как сейчас я вам все рассказываю. Я сказал, у меня есть здесь проблема, они никак не связаны с вами, я бы хотел дальше с вами работать, но по другим причинам, не связанным с вами, я ухожу. И они это приняли. Да, им было тяжело принять, они не хотели, но они это приняли, и они меня отпустили. Они сказали, Ром, мы тебя реально понимаем. Мы хотели бы, чтобы ты у нас остался, но мы не будем тебя держать, давить тебе на жалость, на совесть и все такое. Делай, как ты считаешь нужным. И это меня отпустило. То есть я не чувствую себя виноватым перед ними. Я все, что мог, я сделал для них максимум. И они это знают, они это ценят. Я для них по максимальному старался, все делал, все, что от меня зависело, всегда. И что после того, как ты ушел оттуда, ты продолжаешь как-то в этом направлении двигаться? Да, я скажу тебе честно, все равно я бы хотел работать именно с подростками. И мог бы, конечно, пойти в другую пневмию, но везде плюс-минус правила будут одинаковые, и это мне не подойдет. И я заметил, знаешь, какую интересную ситуацию? Родители вот этих ребят, уже после того, как я ушел, у них уже появился новый мадрих, старая мадриха, которая была с ними, тоже осталась. Мне многие звонили и рассказывали проблемы, которые сейчас ребенок уже проживает. Я уже 3-4 месяца не работал, уже год я не работаю. Мне звонят родители, говорят, Роман, вот у нас такая ситуация, можете помочь? Объяснить, успокоить и так далее. И они до сих пор звонят, я никогда не говорю нет, я все равно помогаю, даже не задавал вопрос никогда, почему у вас сейчас новый человек работает с детьми, а вы все равно мне звоните. Мне наоборот это приятно, что они звонят. А ты приезжаешь к ним в гости? Я приезжал пару раз. Есть ребята, которые все время со мной на связи, то есть они мне пишут, советуются со мной. То есть я для них остался тем мадрихом, и они не готовы другого никого воспринимать. У меня группа, она по учебе топ, по дисциплине топ.
По взаимоотношению внутри группы у нас не было буллинга. Вот знаешь, как во многих группах есть такое слово, козел отпущения, да, ну, такой ребенок, над которым издеваются. У меня никогда таких детей не было. Были попытки, но это пресекалось. И пресекалось так, что больше никогда не возвращалось к этому. Я говорю, у меня все работает как швейцарский механизм. Но людям не нравилось то, что я мог провести, например, лекцию не 1,5 часа, как по регламенту, а полчаса, но зато эффективно. Понимаешь? Все-таки есть регламент, и надо по нему работать. И Какие регламенты ты бы изменил? я бы поменял самое главное — систему поощрений и наказаний. Это по итогу базовый механизм, которым ты можешь регулировать процессы. Потому что зачастую я видел такие вещи, что за какую-то мелочь ребенок получает какое-то необъяснимо тяжелое наказание. И наоборот, вот это нужно останавливать и резко, и четко, и чтобы все это поняли. Здесь как раз-таки им давали какую-то мелочь. И доходило до того, что дети, да, уже смеялись над взрослыми, потому что вы за какой-то прогул в школе, вы из этого делаете из мухи слона. А за то, что какая-то группа там, например, распивали спиртное, вот за это, типа, то же самое наказание, понимаешь, или отстранение от учебы. Вообще, что за наказание отстранения от учебы, мне кто-то может объяснить? Это наказание? Это подарок. Я не знаю, почему до сих пор школы этим пользуются. За какие-то сильные косяки отстраняют от учебы, вы им подарок дарите. Что это за идиотизм? Я уже даже говорил, над вами смеются. Какие есть основные проблемы в школах-интернатах? Я бы сказал 2 проблемы, которые основные, и это никак не связано с детьми, это больше связано, на мой взгляд, как раз-таки с персоналом, с работниками. Первое — это то, что все больше и больше мужчин уходят из этой сферы. И это большая проблема. Если раньше большинство групп всегда вели мужчина и женщина, так принято, чтобы было и мужчина, и женщина, чтобы девочки могли поговорить о своем там с воспитательницей, да, пацаны могли с воспитателем, то сейчас много групп, где ведут женщина и женщина. И какая создается проблема? Для пацанов они не могут какие-то свои моменты обсудить. У некоторых же еще, ну, давай говорить честно, многие там росли без отца, многих там родители в разводе. И ребятам, подросткам, нужно выслушать совет от более старшего мужчины по каким-то своим вопросам, по тому, как строить отношения с девушкой и так далее. Они этого не могут, потому что нету. И даже я замечал, ко мне приходили из других групп ребята посоветоваться, поговорить, потому что как бы сильно они не любили там мадриху, да, женщину-воспитательницу, не могут переговорить с ней о личном, да. А девушкам это базовое чувство безопасности. То есть, когда, например, моих учениц обижали какие-то ребята в школе или даже на территории ПНИМИ, они приходили ко мне, потому что они знали, что я эту проблему решу. Я подойду, если надо, поговорю с этими ребятами. И они знали, что, обращаясь ко мне, больше этого с ними не случится. Что бы то ни было, обзываются там на них или как-то какие-то неуместные шуточки, прибауточки, приколы и так далее. И почему это происходит? В основном женский коллектив, тех мужчин, у которых есть какое-то свое мнение, свое видение, они его просто выдавливают. И придя сегодня в школу, в ПНИМИЮ, ты увидишь, что в основном это женщины. Это неплохо, но должен быть баланс. Это важно для образовательного процесса. И второй момент, и здесь это не только относится к школе, это в любой профессии есть, что многие приходят туда работать, но это на самом деле не их. Реально не их. Я смотрел, у многих нету базового терпения к детям, к подросткам. Нету аналитического склада ума для того, чтобы произошла какая-то ситуация, да, разбить ее на молекулы, на атомы, посмотреть, как я мог повести себя иначе и увидеть эти моменты. Они этого не могут делать, и они все равно там работают. Хотя вообще это не ваша работа, хочется сказать, но у вас есть свои таланты, зачем? А ответ на зачем на самом деле скрывается в очень такой простой парадигме. Когда ты работаешь мадрихом, тебе дают бесплатный дом, ты не должен за него платить. Да, у тебя низкая зарплата, ну сколько, ну скажем, там 7 тысяч ты получаешь по итогу, ну, может 8, если ты сделал, работал в шабаты там и все такое. Зарплата довольно низкая, но у тебя есть свой дом, за который тебе не надо вообще платить. То есть ты не платишь аренду, ты не платишь ничего, только счета. И это многих держит. Расскажи всю историю с операцией, сколько времени ты ее добивалась, и почему за несколько дней до назначенной даты школа попыталась тебя остановить. В 3 года я упала с гранитной лестницы кубарем и ударилась носом, на что пошла искривление перегородки внутри. Раньше это было незаметно. К 17 годам, когда мы прошли обследование у врачей в Хабаровске, выяснилось, что операцию нужно делать, потому что ситуация ухудшается
с каждым годом. Когда мне исполнилось 18 лет, приехала моя медсестра, и я начала через нее добиваться записей к врачам. Сначала я записалась к лору, там меня обследовали, сказали, куда мне дальше идти. Потом поехала в Барзилай. Там меня уже посмотрели, проверили мой нос, насколько у меня проходы затянулись и так далее. Одобрили операцию. Это было первое одобрение, где я получила важную информацию, что за операцию платить не надо. По времени это заняло полгода, добивание очередей и так далее. И я думала, что я сделаю ее в марте, но перенесли ее на конец апреля. И до начала операции у меня было 4 где-то дня. И вот в среду вызывают звонком на разговор. Я прихожу в кабинет Ракезит, она начинает мне говорить, что вот, эта операция стоит денег, начинает меня отговаривать, на что я говорю, нет, это не так. Потом вопрос, который меня добил, это сколько мои родители зарабатывают, и есть ли у моих родителей такие деньги. На тот момент я сказала, операция стоит $2000. У твоих родителей есть такие деньги? И я заплакала, потому что нет у моих родителей таких денег, я это понимала. Она предложила, давай мы подождем, я отправлю запрос в Анале выше, и мы подождем их ответа, потому что если операция будет стоить денег, то нужно будет за нее вам заплатить с мамой. Я жду сутки. На четверг она мне звонит и говорит, как-то неожиданно мы получили разрешение, тебя одобрена операция. Моя мама отправляла еще специальные документы, какие-то разрешения, что вот, если она будет стоить денег, мы обязуемся заплатить. На что я маме сказала, что я уйду с операции тогда, если она будет стоить денег. И потом по звонку меня снова начали отговаривать от операции. Оставалось как раз пережить шаббат. И в воскресенье я ехала уже на операцию. И уже когда я ее сделала, я встретилась с Ракези где-то через неделю после операции. И она такая, ты такая сильная, пережила такую операцию. Я думала, я там буду смеяться очень сильно, но мне было больно из-за того, что с операцией прошло недолгое время. И я просто такая, да, я знаю, спасибо. А ты была на тот момент уже совершеннолетняя? Почему вообще тебя пытались ограничить и не пускать на операцию? Скорее всего, была проблема в том, что мои родители находились не в стране, и если бы со мной что-то случилось, не дай бог, то никто бы мне не смог помочь, и вся ответственность легла бы на Алле и администрацию школы, что вот меня отпустили, и вот со мной что-то случилось, я там, не дай бог, кем-то не осталась после этой операции. Вот ты говорила, что до получения аттестата ты боялась подробно рассказывать об этой истории. Каких последствий ты боялась? Я боялась, что я как-то очерню администрацию моей школы, как-то неправильно выскажусь, и я потом встречусь с людьми на вручении аттестата. И потом уже начнутся какие-то разбирательства со мной. Получается, что нынешние ученики не всегда могут свободно говорить о проблемах, пока находятся внутри программы. Программа как будто дает такое ощущение страха высказывания о чем-то в интернете, потому что у Наале достаточно большая фан-база. Там сидят и родители, и ученики, и дети, которые хотят переехать на Наале. То есть позиционируется как классная программа для вашего ребенка, но очень редко кто на самом деле высказывается о каких-то проблемах. И много мне ребят писали, спрашивали насчет того, а как, а что, а вот расскажи поподробнее, как ты с этим, какой у тебя опыт. И я понимала, что нужно высказываться честно, потому что глянцевая картинка и так доступна в Инстаграме, и доступна на Ютубе, и все это видят. И я сама участвовала в видеороликах на Наале и видела, как там все вылизывают, прям чтобы было идеально, для того, чтобы, не дай бог, какая-нибудь черная плямба не досталась администрации. Но проблемы есть, и проблемы будут всегда, потому что нельзя жить постоянно в розовых очках и находиться вот в такой атмосфере, что все радужно и удачно. Вот расскажи, что произошло с вами после 7 октября, как происходила эвакуация, если она была, и как ваша группа осталась без воспитателей. 7 октября, день, когда мы проснулись в 6 утра от сирен, и мы находились постоянно в своем бункере, который у нас также был и декоративной студией, где каждый сделал свой уголок, и там валялись декорации на будущие праздники. Мы находимся там на протяжении часа в этом бункере, и нас переселяют в школу. Говорят, берите все самое нужное. Самое нужное — это что у нас? Телефон, зарядка, наушники. Переехали в школу.
И закончился интернет у всех, все заглушили. У нас не было Wi-Fi, работал иногда свет с перебоями, нам принесли еду, и мы находились так вот до 5 вечера. В 5 вечера как-то администрация начала двигаться, что-то решать, потому что уже на тот момент что-то поутихало на немножко. И также были у нас какие-то подозрения на проникновение террористов, что потом уже оказалось неправдой. И говорят, собирайтесь, у вас вот время до 5:45, а на тот момент было 5:30, пока это все рассказывали. В общем, в конце у нас осталось 7 минут, чтобы добежать до нашей пневмии, собрать какие-то вещи, покидать в чемодан. Ни у кого не было никогда тревожной сумки. После этого, конечно, у всех появилась травма, и у всех стоял тревожный рюкзачок. Никто не знал, куда мы едем, насколько мы едем. Мы сели в автобус, приехали в Рим, нас переселили в какой-то определенный биньян, дали нам также время, там, 5-10 минут на то, чтобы мы освоились, и собрали нас для того, чтобы объяснить всю ситуацию. Было очень много людей на стрессе, были девочки, были даже парни, которые не выдерживали всей этой атмосферы, было много криков, паники, истерик, у кого-то нервные срывы происходили каждые 5 минут. А у тебя как было? У меня это было все тихо, я такая, что-то происходит, а читать новости не хочу. У меня больше паниковала семья, и, наверное, то, что она паниковала, она забирала всю мою панику в тот момент. А тебе не страшно было? Или ты просто не смотрела все эти видео? Наверное, первый час я посмотрела, а потом я просто легла спать, потому что проснуться в 6 часов мне было очень сложно. Я уснула на какой-то момент времени, проснулась в час дня, мы спали на просто матрасике каком-то, не застеленном ничего, мы легли втроем на один матрас с ребятами и спали вот так вот. Потом уже все собрались там возле определенного окна, и мы смотрели, как горит парковка. Когда переехали в Рим, случилось так, что мы поняли и осознали, что мадрихов у нас нету. Именно у нашей группы не осталось мадрихов. Одна наша мадриха уехала на тот момент на волонтерскую программу в Африку, а вторая мадриха по семейным обстоятельствам не могла выходить на связь. Ей было морально тяжело, и, к сожалению, так получилось, что наша группа осталась без мадрихов. Пришлось налаживать связи с другими мадрихами, как-то общаться и так далее. И в таком моменте мы, наверное, прожили месяца 2, но там была ситуация чуть-чуть потише, чем у нас на юге. Поэтому мы и находились в такой обстановке. Позже уже начали учителя к нам приезжать, нас чему-то учить, у нас были уроки. Я была в шоке, что в такой ситуации нас еще чему-то учат. И мы ждали до середины декабря, и в середине декабря мы вернулись уже в пневмию и продолжали жить в таком настроении, как бы в школе, что мы ночевали там постоянно. Была ли какая-то тупость системы? Это была тупость всех, потому что на тот момент было так, что нас хотели как-то развлечь. Мы уже долгое время сидели, непонятно, что делали, и нас надо было как-то развлечь, и администрация решила поехать в аквапарк в Холоне. И как мы сели? Сначала была там тоже сирена перед нашей посадкой. Мы провели первую сирену в Ашкелоне, потом водитель говорит: я буду ехать, не останавливаясь, несмотря на сирены, перестрелки и все остальное, какие-то пробки, мы едем. Мы доезжаем до Холона, выходим, и начинается снова сирена. Мы просто полежали на горящем асфальте, сели обратно в автобус, потому что аквапарк, естественно, закрыт. А вас типа заставляли лежать на асфальте? Нам сказали, что надо спрятаться как-то от осколков. И единственный момент, который как-то можно было спрятаться, потому что бункеров нету нигде на ближайшей территории. То есть мы были прям на подъезде к парковке, и ближайшее там бомбоубежище было где-то 200 метров от нас. А бежать такой гурьбой мы бы не добежали. Короче, говорят, выходим из автобуса, ложимся на пол и лежим. И что ты сама думаешь об этом? Это абсолютная тупость. Вывозить детей в опасное место, везти их 1,5-2 часа в Хулон для того, чтобы они позанимались в аквапарке фиг пойми чем. И в момент, когда у нас каждые там 5-10 минут сирены, как бы несмотря на то, что есть такие перерывы 2-3 часа без сирен, когда мы уже приехали и поняли, а может быть аквапарк все-таки закрыт, нам говорят, едем обратно. Мы такие, классно съездили, супер просто, мечтали об этой поездке.
И мы рассказывали об этом родителям, на что родители были, естественно, в шоке, куда вы, едете, вы что, совсем, что ли? И также выражались родители и администрация, куда вы повезли наших детей, зачем вы повезли наших детей туда вообще, чем вы вообще думали и все такое. И что они сказали на это? Первое и единственное их оправдание было: мы хотели как-то развлечь детей, чтобы у них были какие-то веселые, положительные эмоции. Положительные эмоции реально были. У нас столько воспоминаний с этой поездки, но аквапарка мы так и не увидели. Расскажи вот про армию, когда разговоры об армии превратились для тебя из обычной подготовки в давление. И в каком году вообще началась эта тема? В конце 11 класса это началось. Как бы в 12 классе мы должны проходить Саврешон, сдавать всякие направления и так далее. И все это не усилилось бы так быстро, не начались 7 октября, скорее всего. Потому что оно тоже давало какое-то напряжение. Вот, наша армия сильная, служите в армии, вы там нужны и так далее. То есть такие были какие-то речи постоянно. И когда более-менее подуспокоилась атмосфера, скорее всего, Йом Азикарон это был, наша классная руководительница решила включить фильм, который был снят специально по событиям 7 октября, что было с ее стороны очень странно, включать его в момент, когда все более-менее успокоились уже на эту тему. Снова начались разговоры про нашу армию, потому что благодаря нашей армии я не имею ничего против, но такие разговоры просто очень сильно давили. В 12 классе буквально каждое мероприятие, которое нам делали, были посвящены армии, подготовке к армии, того, что вас ждет в армии. Да, были моменты, которые что-то мы делали другое, как там пилоты всякие разные, но то, что делала администрация школы, не наша мадриха, было нацелено именно на подготовку военную. Также нам сделали официальные занятия годна, которые тоже могли проходить люди, которым это интересно. Слава богу, это было занятие по интересам. Было не обязательно. Вас отвозили на какую-то базу, занятия, годна, что это значит? У нас приезжал специальный человек, потому что из-за военных действий запрещено находиться несовершеннолетним, вообще посторонним людям, кроме военных, на базах, особенно в период чрезвычайных положений, которые не отменялись на тот момент. Поэтому все эти курсы, которые ребята проходили, там курсы военной подготовки в плане побегать, попрыгать и так далее, то это все выполнялось у нас на стадионе. Ребята выходили, пропадали на 1,5 часа, возвращались все потные, грязные, но зато, веселые, потому что им очень нравился спорт. Почему у тебя возникло ощущение, что после Наале существует только один правильный путь – армия? Потому что единственное, о чем с нами по большей части разговаривали, это про армию, про то, какие существуют профессии там, где можно чем-то позаниматься, то есть что вам доступно. И поэтому велись разговоры больше про армию, как у них там дела, что они делают, чем занимаются. Потом начали нам делать интересные курсы про обучение, и которые помогают тебе построить более здоровые отношения с армией, то есть помогают добиться каких-то курсов, которые ты хочешь, помогают с ивритом, с предметами, которые ты не сдал в школе. То есть это время, чтобы ты завершил все, а потом вступил в армию. А можно не вступать в армию? Можно. Можно этого добиться. Такие были у нас ребята, которые вышли с армии, не заходя в нее. И как отнеслись к таким людям? С нашей стороны учеников абсолютно нормально, потому что мы знаем каждого и как он относится к армии. Со стороны учителей это было так немножко, лучше бы ты служил в армии, ты бы пригодился в армии больше. Но человек сам объяснял, что так сложились обстоятельства, что он выбрал такой путь. А вот как взрослые отреагировали, когда ты решила сначала продолжить учебу, а не идти сразу в армию? Там был очень жесткий контракт. Я скажу так, это что-то связанное именно с воздушной военной службой. То есть ты учишься на инженера самолетов и подписываешь специальный контракт, где ты обязуешься служить на гражданке по профессии еще 5-6 лет. Там все в зависимости от того, девочка ты или мальчик. И так получилось, что мы узнали еще интересные факты, как выплаты за каждого ученика, который поступает на эту программу в нашей школе. Поэтому все ее так рекламировали и так далее. И когда я выбрала курс абсолютно в другой мехлоле, мне пытались сказать, что может ты выберешь что-то другое, это же то же самое направление, просто другое устройство будешь обслуживать и все. Но я знала пунктики в этом контракте, поэтому я не хотела туда идти. А когда мне рассказывали именно про мою мехлолу, то меня все устроило, что Кева на год
Как бы после мне уже рассказали, что на год и 5, но в целом меня это не сильно расстроило, потому что то, чем мне сейчас нравится мое обучение, то, что я больше понимаю материал и то, что это действительно интересно. А вот как ты узнала про этот момент в контракте, то, что ты говоришь, что им доплачивают? Я узнала от своего молодого человека, который также проходил обучение в моей Михлале, который сейчас проходит обязательную военную службу и после выходит на контракт. И о моменте контракта он тоже узнал, когда именно вступил на службу, поэтому решил со мной поделиться такой новостью, когда я все ему говорила, что вот, у меня год контракта, и он такой: не год контракта, год и 5. Для многих русскоязычных ребят отношение к стране меняется только во время службы в армии. Почему, по-твоему, именно там происходит эта трансформация? А я тебе объясню, смотри. Многие ребята, когда приезжают по программе на АЛЕ, все равно здесь, в ПНИМЕ, да, вот в их корпусе, в основном же русскоязычные ребята. Да, бывают израильтяне, по большей части они видят израильтян в школе. Они с ними не контактируют поначалу, потому что нету иврита, а потом потому что появляется ситуация: это мои, а это нет, а это уже чужие. Не у всех, но у большинства. А потом, когда ребенок, уже не ребенок, взрослый, да, подросток, да, который уже там 18-19 лет, он идет в армию, то там как раз-таки, хочешь не хочешь, ты начинаешь взаимодействовать с израильтянами по большей части. Да, я вот помню, что мне вот сказали, что ты не можешь больше говорить на русском. Мы все здесь говорим на иврите. Где, в школе? В армии. В армии? Даже те, кто знал русский, командиры, они тоже друг с другом говорили на иврите. Ты знаешь, зачастую не именно то, что они теперь могут так говорить, и так нет. Вот когда ты идешь в армию, если мы не берем Михве Алон, да, тот, который там первые 3 месяца, когда ты доучиваешь иврит, ты идешь в обычной части. Ну сколько там будет русскоязычных? Ну сколько? 10%? 5%? И то, я не знаю, может быть, эти 5% это вообще ребята, которые тебе по характеру не подходят. Ты волей-неволей начинаешь разговаривать на иврите, начинаешь понимать, что окей, вот этот человек мне больше по душе, хотя он говорит на иврите, он местный. И все, у тебя нету выбора там. Также, когда идут, например, не в армию, а многие идут учиться в университет, то же самое происходит. Ну да, у тебя есть там русскоязычные ребята по-любому, но это малый процент. И ты начинаешь входить в эту новую реальность, где все говорят на иврите. Среди новых людей ты находишь себе и друзей, и там кто-то начинает строить какие-то романтические отношения там, и так далее. И вот здесь происходит основная социализация. А вот почему именно любовь к стране появляется на службе в армии? Во-первых, когда ты защищаешь эту страну, да, ты идешь в армию, ты хочешь не хочешь, ты находишь себе объяснение, почему я это делаю. Это очень важный момент. И ты начинаешь уже не просто, что тебя отвезли и показали, окей, здесь там вот эту вот какую-то часть страны, там за нее шли какие-то войны и так далее. Ты уже сам на своем опыте понимаешь это. И это что-то, что оно в подсознание заходит, и у большинства людей именно вот после этого начинается какая-то любовь к стране. Многие ребята идут также, да даже не важно, боевые части или не боевые, все равно ты сам себе объясняешь по итогу, зачем ты это делаешь. Вот иногда система пытается проявить любовь к Израилю. Как это выглядит на практике? Когда сюда приезжают ребята, их сразу максимально быстро хотят с этой страной связать. И здесь есть логика, это понятно. То есть человек приезжает, многие не знают ни еврейских традиций, ни праздников, ничего, и хотят сделать так, чтобы ребенок максимально быстро влился. Но что происходит? Как только начинается какое-то маленькое даже давление на детей, они сразу же хотят отстраниться. И как это происходит? Например, вот все в мелочах и все в подходе. Одно и то же действие, сделанное немножко под разными углами, полностью меняет картину. Какой-то праздник, например, Ханука, скажем, мы собираем детей, и вот по регламенту мы должны 1,5 часа провести лекцию или какое-то взаимодействие, игры придумать и так далее. Вот вроде все кажется нормальным, но знаешь, в чем основная проблема? Именно в том, что это происходит 1,5 часа. Интерес подростка, особенно в новой теме, невозможно удержать 1,5 часа. Это должно быть, полчаса, максимум 40 минут, и должно быть ненавязчиво. А получается вот как. Нам говорят, вы должны это провести 1,5 часа. Это происходит после школы, это вечером происходит. Дети хотят спать, они хотят гулять, они хотят все, кроме вот этой лекции. И задача заинтересовать и дать это вот совсем немножко. А дальше у ребенка, вот я замечал даже сам, когда ты ему по чуть-чуть даешь дозированную информацию, подносишь ее так, чтобы было интересно, опять же, это полчаса, 40 минут. Дальше
у ребят начинаются вопросы, потому что они не все поняли, они не все еще разобрали. И я даже сам лично ставил эксперимент, я взял и сделал просто 20 минут лекцию, и еще в таком духе, что это была полуигра. То есть вопросы, ответы и так далее. Я сказал, все, они даже не знали, что это будет не 1,5 часа, там 20-30 минут. А знаешь, самое интересное произошло? Почти вся группа осталась, и они сами задавали вопросы, дискутировали между собой, заходили в интернет, что-то находили. И вот тогда это становится ребенку интересно, когда у него самого есть инициатива. А когда ты ему максимально навязчиво предлагаешь, и ты заставляешь его это понять, все, ребенок сразу гасится, он просто идет в отрицание, он не хочет, даже если изначально у него был какой-то интерес. Как получилось, что за несколько лет в Израиле ты продолжаешь жить в русскоязычной среде и мало говоришь на иврите? Потому что в целом комфортно находиться с русскими, комфортно находиться с людьми, которые разговаривают на твоем языке, с которыми ты можешь общаться просто абсолютно обо всем и не переживать о том, что как тебя поймут правильно и неправильно. Но сейчас, по большей части, в летний период времени я очень мало общаюсь с русскоязычными. Я нахожусь в израильской среде, и вокруг меня много людей, которые разговаривают на иврите, и мне нужно подстраиваться под их ритм и общаться с ними. И поэтому практика иврита у меня каждодневная по 12 часов, и потом мне очень сложно вернуться на русский язык и разговаривать на русском. Что реально помогло тебе адаптироваться? Сама программа, друзья, работа или жизнь после выпуска из НАЛЕ? Жизнь после выпуска, потому что я перешла не в такую среду, как называют все, типа личную, где в целом была сама по себе. И каждому моему новому шагу нужно было давать определенные действия перед этим, чтобы этот шаг прошел более-менее экологично. Поэтому погружение больше в израильскую среду дало именно осознание того, что я не нахожусь в закрытой какой-то зоне, у меня есть кругозор, куда можно выходить. Также работа, друзья, которые уже со мной разговаривают полностью на иврите, которые помогают мне в практике. И это мне именно помогло выбраться с такого тепличного происхождения. Чем тебе программа помогла после выпуска? Жильем, учебой, документами? Наверное, программа помогла мне пока что только с документами. Помощи с жильем, помощи с работой я не просила, но опция помощи с работой у меня была. С документами, как и задумано на программе, что в конце 12 класса ты получаешь тудат зоут. Именно с ним нам помогли. Также нам объяснили, какие выплаты мы получаем, когда оформляем тудат оле. Мы должны были также на программе получать тудат оле, но случились снова военные действия, которые никто не предполагал, и мы не успели отправить документы. И просто весь пак, который мы должны были отправить, он оставался в школе. Что программа НАЛЕ дала тебе действительно хорошего? И чего могло бы и не быть без этой программы? Сепарация от родителей. Сепарация финансовая и моральная от родителей, чтобы не зависеть никак от них, чтобы справляться самостоятельно. Это дает программа полностью, то есть момент взросления проходит в более экологичных условиях. Ты сталкиваешься со всем на программе. Да, у тебя есть люди, которые тебе могут протянуть руку и так далее, но ты проходишь все этапы взросления, отделения от родителей, обеспечения себя как-то финансово, все это абсолютно один. То есть тебе с этим никто сильно не поможет в моральном плане. Это то, что действительно дает программа, экологичное взросление, то, какое оно должно быть. То есть дается социум, дается какое-то место, и ты в нем находишься, разбираешься с проблемами и пытаешься просто жить. Давай расскажу тебе про плюсы и минусы вот для ребенка от этой программы. Плюсы в том, что ребенок, во-первых, реально получает качественное образование и с этими дипломами может сразу идти поступать. Он намного быстрее взрослеет, намного, то есть за год, который он проводит здесь, он становится как за 3 года, если бы он не поехал. Он сам учится решать свои проблемы, он сам учится договариваться, находить общий язык, решать свои какие-то конфликты. Это делает его намного старше и быстрее. Но минус этой ситуации, что детство очень резко заканчивается. То есть если он приехал, например, в 14 лет, вот до 14 лет было детство, или до 13, потом резкая ступенька, и ты уже становишься взрослым. Почему? Потому что все дальше сам. Да, есть мадрихи, есть учителя, есть какая-то поддержка, соцработники, но ты понимаешь, что вот ты что-то хочешь, все теперь всецело зависит от тебя. Тебе помогут,
тебя подтолкнут, но все от тебя зависит. И это больше, наверное, похоже уже не на школу даже, а больше как на общагу в университете или где-то в каком-то колледже. Вот это вот основной плюс и основной минус. Дети, особенно которые приезжают по НААЛЕ, они намного лучше акклиматизируются в армии. Как пример, да. Я видел израильтян, когда я пошел сам в армию, израильтяне вроде парни с бородой, там все дела. Он сидит, плачет маме по телефону, там пацану 19 лет. А для меня ничего не поменялось. Я был в одной системе, перекочевал в другую систему. Мне хихи, ха-ха, все прикольно. А для них это тяжело, они с этим впервые столкнулись, первый раз вышли из дома в 18 лет, а я вышел в 15. Но везде свои плюсы, везде свои минусы. Есть минусы, потому что расстояние, на котором находятся люди, то есть ты с семьей, не встречаешься очень часто. Есть также минусы в режимах, в том, что не всегда учитывают физиологические принципы ребенка, или же не всем все подходит именно в школе по питанию, по обучению и так далее. Например, у нас было много ситуаций, когда ребята, у которых уже были таудат зауты, они считались тошав хозер, они могли спокойно выйти из школы, поменять ее, и они находились как бы на программе, но меняли при этом школу на другую, потому что школа, в которой они были, им не подходила по каким-то параметрам. У ребят, которые приезжали без документов, такой возможности не было. И чувствовали мы себя немножко обделенными, потому что многие хотели, у них возникало желание менять школу в какой-то год, потому что все настолько надоедало, и считалось, что никто не решает какие-то проблемы, которые возникают на протяжении года, и они вот тянутся и тянутся. И это чувство постоянно мешало тому, чтобы нормально проводить время в пнемие и наслаждаться. Что чаще всего недооценивают взрослые, когда подросток переезжает в другую страну? Родители думают, что вот в их школе, где ребенок учился, я не знаю, в Казахстане, в Украине, в России, неважно, что там вот есть какие-то проблемы, что там вот есть какие-то а вот сейчас он переедет, и здесь будет все ровно, все работать как швейцарский механизм. Этого не будет. Здесь будут свои проблемы. К этому нужно быть готовым, и нужно понимать, что сейчас будет даже, может быть, чуть-чуть тяжелее, чем было. А родители этого не понимают. Отчасти это и вина школ, которые дублируют родителям, да, ну, как бы, понятно, это маркетинг, что здесь будет все круто, классно, все позволено, все дозволено. Хотите такую секцию — получите, хотите учить математику на высшем уровне — получите, а потом приезжают дети и понимают, что где-то они не подходят, где-то им не подходят. А у людей картинка, как будто бы здесь все будет идеально. Идеально не будет. Будут свои проблемы, и к этому надо быть готовым. И надо выстраивать правильные отношения и с мадрихами, и с учителями, и так далее, и искать вместе. Не думать, что здесь будет все как швейцарский механизм. Этого не будет. Это классная школа жизни. Ребенок многому научится, выйдет с крутыми инструментами. Но все зависит от самого ребенка и от того, конечно, в какие руки он попадет, кто будет его педагогами. Очень много от этого зависит. Надо брать это в расчет. Что родители обязаны узнать о школе или интернате до того, как отправлять своего ребенка в Израиль? Условия жилья, как выглядит комната, это самое главное, потому что на протяжении всех 4 лет ребенок будет жить в какой-то определенной среде, им надо понимать, как выглядит примерно комната ребенка и что из необходимого нужно взять. То есть в некоторых пнемиот не дают подушки, одеяла, поэтому нужно их брать самостоятельно, покупать. Также нужно понимать, кто администрация, кто следит за детьми, как их зовут, номера и так далее, чтобы в любой момент времени родитель понимал, что у него есть какая-то связь, даже если не с самим ребенком, с администрацией, чтобы узнать, что да как происходит. Потому что некоторые дети замалчивают свои проблемы и не хотят рассказывать. И поэтому самый верный способ для родителей — как-то узнать через администрацию, все ли хорошо вообще с ребенком. Вот если бы ты мог изменить хотя бы одну вещь в системе работы с подростками в Израиле, что бы это было? Я бы начал бы с того, что я бы давал каждому ребенку выбор. Да, я бы ему давал бы выбор, который человек бы сам мог бы принять. И самое главное — вести за него потом ответственность. Вот что важно. Не насаживать ему свое мнение, да, там, не как-то его грузить, вот я вот так думаю, давай-ка делай вот так. Нет. Именно давать человеку выбор и давать понимание, что, выбрав тот или иной вариант развития событий, человек несет за это ответственность. И меньше давления. Больше выбора, больше разговоров, больше каких-то, может быть, даже личных примеров. Если хочешь, я могу рассказать, с курением связано. Вот люди
курение это... Вот как сделать так, чтобы подросток не начал курить? Знаешь как? Никак. Невозможно. Это невозможно предотвратить заранее. Есть много причин, из-за чего они начинают курить, но расскажу тебе такую историю. Как бы по тому, как ты работаешь в ПНИМЕ, даже если ты человек курящий, ты не можешь говорить детям, что ты куришь сигареты. Теперь дети-то не дурачки. Ты покурил, пошел на перемену, покурил сигарету, вернулся. Они же чувствуют, что ты пахнешь сигаретами. И ты им потом должен задвигать, что курить это плохо. Но они же говорят, ты сам куришь. И я поначалу им трындел. Я им говорил, нет, рядом со мной курили, я не это. Они дураки. Я понял, зачем я их обманываю? И я, вопреки всему, да, ну это, могу сказать, это не педагогично. Но какой результат? Я их всех собрал. Я сказал, знаете что, ребята, я курю сигарету. Я не буду от вас это скрывать, я не буду вам рассказывать сказки. Но я хочу вам сказать одно. Это самое ужасное вообще, что я в жизни сделал. И я правда так считаю. Это самый глупый выбор. Я не могу это бросить. Это на самом деле наркотик. Это портит мою жизнь. Это не доставляет никакого удовольствия. Но я не могу это бросить. И если вы сейчас в такой ситуации, что вы хотите попробовать, вам кажется, попробую сигарету, что будет? Это практически невозможно бросить. Это портит здоровье. Это ужасно. Я прям рассказал, как у меня на душе есть, потому что сигарета — это единственное, о чем я жалею в жизни, что я начал курить сигареты. И вот знаешь, что самое интересное? После вот этой лекции, где я просто сказал, как есть, ко мне подошли несколько ребят и сказали, Ром, мы тоже курим, мы хотим бросить. И уже давно не знали, как сказать, как подойти, думали, ты будешь нас осуждать за то, что мы, в принципе, курим сигареты. И началось все с челленджа, где я бросал курить, они бросали курить. То есть я из того, что табу, сделал максимально открытым. Окей, хорошо, ты куришь. Ты хочешь бросить? Да, хочу бросить. Давай поговорим, давай решим. И ты знаешь, вот здесь я не смог бросить. Да, были челленджи, когда я бросал, не курил какое-то время, но все равно возвращался к сигаретам. А были ребята, с которыми я сейчас общаюсь, они бросили, они не курят больше. Они говорят, вот тогда мы поговорили, тогда тот челлендж, тогда ты нам сказал, как оно есть, не врал нам, и мы бросим, мы не курим, нас больше не тянет к сигаретам. Даже если одному ребенку помог из 20, из 30, не это ли победа? Расскажи, чем ты занимаешься в последнее время? Ну, я сейчас помогаю родителям. И тем, которые отправляют своих детей в Израиль. И просто, вот давайте говорить честно, в подростковом возрасте многие родители теряются ведь. Они реально не знают. У них был один ребенок, через 2 года, там уже гормоны, там уже все. Они не знают, как к нему найти общий язык. 3 года назад я с ним на одной волне был, сейчас нет. Они совершают ошибки и зачастую не могут найти общий язык. Я же обращаюсь ко мне. Я не говорю полностью менять подход к ребенку или что-то, но я могу найти небольшие какие-то мелочи, которые по итогу полностью влияют на картину, и помогаю родителям вернуть хорошие отношения с ребенком. У меня это отлично получается. Разобраться в какой-то проблеме. Многие родители не знают, там ребенка обижают в школе, они не знают, как им, с чего им начать, как им своего ребенка защитить. В новой стране тем более. У нас самих иврита нет. Как его защитить? Я им даю последовательно это. После чего это началось? Ну, началось все с того, что родители вот моих детей, да, которые были, они мне звонили, я помогал. И я понял, раз люди уже мне звонят, вот у них уже новый есть там человек, у них есть еще завуч, они все равно выбирают со мной посоветоваться. Даже несмотря на то, что часть родителей, видимо, думали, что я бывший сиделец, да, уже дети в это рассказали, ну ты помнишь эту историю. Они все равно мне звонили и говорили, Роман, надо посоветоваться, помогите, вот здесь как сделать. А как вот они тебя нашли? Ты завел блог? Я завел блог, да, и я начал рассказывать, кем я был, что я делал и так далее, какие-то процессы воспитательные. И люди начали ко мне обращаться. Сейчас я вот этим занимаюсь, зарабатываю, так что если у кого-то такая ситуация, вы можете мне написать, я попрошу тебя, Леша, ставить ссылочку, чтобы люди могли написать, если у них есть проблемы, обязательно проконсультирую и найду решение. Все, у меня больше нет вопросов. Мне было приятно с тобой пообщаться. Мне тоже очень приятно познакомиться, пообщаться. Спасибо, что рассказала. Пожалуйста. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.